Друзья, всем привет! В каждом доме, наверное, есть подобные губки, стоят они совсем недорого. Многие их используют для мытья посуды, и все. Но вы знаете, с этими губками можно творить чудеса. Я вам покажу, наверное, много способов, которые, наверное, вы и не знали. Напишите, пожалуйста, под видео, знали ли вы эти способы. Может быть, вы используете, и у вас есть свое использование этих губок. Что ж, давайте приступим. Первый способ. Протираю крупные листья комнатных растений. Просто смачиваю губку водой и протираю от пыли. Очень просто и быстро. Способ второй, это для чистки обуви. Очень удобно мыть обувь мягкой губкой и подошву также. Если перевернуть, например, там жесткая сторона, очень удобно. Также губку можно использовать для того, чтобы смазать обувь кремом. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Обычно вместо тряпок во время уборки, там раковину, ванну, плиту, унитаз, жалюзи, батареи и другое, но это вы и без меня знаете. Следующий способ — это когда в доме живут питомцы, кошки, собаки. У меня собака. Поэтому собачью шерсть, если он нечаянно залез на диван, я убираю мягкой стороной губки. Сначала смачиваю водой и убираю шерсть, легко-легко убирается. Если в доме, например, нет мыльницы, мыло, чтобы не намокало, губку можно использовать в качестве мыльницы. И тоже очень удобно. Во-первых, ничего не мочится и мыло всегда сухое. Если на вещах появляются катышки, жесткой стороной очень легко убрать их. Если в доме нет ничего другого, то безопасно и очень быстро, буквально 2-3 минуты, можно убрать катышки. Разница, наверное, видна. Если губку намочить и посыпать пищевой содой, распределить, поместить в холодильник, то эта губка впитает все неприятные запахи, которые там есть. Также 2-3 сухие губки можно поместить в ящик, где хранятся овощи, и они впитают излишнюю влажность, и там не будет процесса гниения. Если нет игольницы, то губку можно использовать вместо нее. Просто втыкаем и кладем. Тогда иголки не будут валяться везде, а будут в одном месте. Из губки можно сделать разнообразные фигуры. Взять, например, вот форму я взяла и вырезать сердечко. Это все делается очень просто. Наносим контур. Жесткую сторону я убираю. Она пригодится для других целей. Предварительно, перед тем, как нанести краску любую, губку надо слегка намочить. Мне еще нравится такая вот идея, когда остаются обмылки, выкидывать их жалко. Я делаю прорезь в губке и помещаю туда мыло. И получается 2 в 1. И губка, и мыло. И можно пользоваться. И она будет всегда мыльная. Жесткую сторону губки я тоже не выкидываю. Я ее смачиваю. И так как она тонкая, в труднодоступных местах, например, вот здесь, очень легко все чистить. Если у вас есть такие места, где раковина бывает, или смеситель почистить, она жесткая, удобная, и поэтому выкидывать ее тоже не стоит. Друзья, в продаже есть вот такие вот
приспособления для того, чтобы красить, если вы занимаетесь творчеством. Они бывают пошире, у меня вот такая вот поуже, и кончик у нее такой заостренный, то есть в какие-то труднодоступные места очень удобно наносить краску. И вот, например, из остатков губки, которые я использовала для творчества, можно сделать точно такие же. Закрепить их на палочку от суши, например, и у вас будет то же самое. Друзья, еще один необычный совет, если вы сами, например, часто попадаете в какие-то неприятные ситуации, у вас бывают травмы, или у вас есть спортсмены, когда постоянно ушибы, какие-то синяки, то можно сделать вот такую вот штуку. Берем губку, смачиваем и помещаем в пакет. Закрываем и после этого помещаем в морозилку, и там она лежит. Места много не занимает, но при любом таком случае достаем, прикладываем, и боль все быстро проходит. Еще один способ использования губок. Комнатные растения нуждаются в поливе, а вам нужно куда-то срочно уехать. Что делать? Соседку просить не вариант, например. Поливаем растения обильно, но так как, например, лето, поливать некому, берем губки, обильно смачиваем водой и кладем горшок с комнатными растениями. Во-первых, не так будет сильно сохнуть, и во-вторых, так как губки хорошо смочены, вода будет увлажнять грунт, и растения какое-то время смогут прожить без полива. Друзья, я рассказала вам свои способы использования этих дешевых губок, которые в пир и мир, можно так сказать, грубо. Напишите, пожалуйста, под видео свои какие-то способы использования, потому что вроде как я показала все свои, которые знаю. Если наберется еще какое-то количество на целое видео, я вам сниму, чтобы другие тоже знали про эти способы. Делитесь этим видео с друзьями. До следующих встреч. Всем пока-пока.